Вода отличная. Мені плювать на тачки, мені плювать на оце от все. Все, що я хочу, це магазин АТБ. Это еще один этап жизни, работы в Таиланде. Это продление виз. Вот это делают все, и сейчас я, так сказать, лишаюсь невинности в этом формате. Что мне нужно, кроме тех документов, которые и так у тебя уже на руках по прилету, мне нужно было еще 2 документа. Это билет в обратную сторону или его бронь, надеюсь, бронь прокатит, и выписка из банка, что у тебя есть достаточно денег, чтобы оставаться в стране. Мы приехали с Пхукета на границу Малайзии. Вся дорога в общей сумме до сюда заняла у нас 12 часов. Получилось ли поспать? Ну, сомнительно. Очень тяжелый был переезд. В плане все комфортно, все классно, все есть. Заодно вот можете оценить за мной, как тут здесь вообще все. Слышишь это, да? Короче, я уже пару часов как приехал, даже если быть точнее, часов 6 как приехал. Почему не будет видео и нету видео про то, что было, получается, между самой поездкой и вот этой самой секундой? Была бутылка воды, знаешь, в автобусе. У меня вода закончилась, вот, и у меня возле сиденья лежала бутылка воды. Такая большая, аппетитная. Вот, ну я начал с нее пить. И пить много. Вот, и что-то после этого меня скрутило. Мне было очень плохо, знаешь, практически пищевое отравление. Но, к счастью, прошло. В общем, такой момент, братишка. Если хочешь пить, и у тебя где-то есть проточная вода, не пей. Потерпи немножко. Потерпи час, потерпи 2, пусть тебя сушит, но не пей воду здесь. Она реально дорого обходится. Каждый раз, когда я пью воду в Таиланде из-под крана, это каждый раз боли в животе на часа 4. Кстати, если будешь в Пенанге, вот в континентале в Пенанге, вот тебе пароль 613-6835, это юзер и паспорт. Вот, может быть, тебе это пригодится когда-нибудь. Вода отличная. Ой, хорошо, что я решил прогуляться по отелю. Здесь очень классный вид. Зацени, как здесь красиво. Вообще, я искал менеджера, потому что у меня все-таки нет электричества, и я понял, что задыхаюсь в своих апартаментах, потому что кондишн не работает. Вот. Но пока искал, нашел вот это место. Зацени, как сгорел, буквально за пару часов. Короче, будь осторожным. Вот, пожалуйста, здесь надо быть очень осторожным в плане солнца. Я пользовался всеми противосолнечными, послесолнечными, так сказать, средствами, но, увы, даже это не помогает, поэтому будь аккуратным. Вид. Выход на океан. На пляже людей немного. У меня лично такое ощущение, что именно здесь в океане купаться не стоит, потому что корабли, вообще где угодно, океан это море, если рядом швартуется приличное количество кораблей, если ты видишь много кораблей, значит вода, ну вряд ли она такая чистая, знаешь. Я как-то один раз в чистом океане, в чистом море, возле 5-звездочного отеля вступил, в такое нормальное пятно мазута из-под корабля, поэтому, знаешь, и испортил себе вот эти кроксы. Короче, здесь очень красиво, мне здесь нравится. Что, кстати, примечательно, смотри, если хочешь оценить, насколько город развит, насколько люди обеспечены, посмотри на их машины. Не сказать, что они там супер топовые, но они очень хорошие, все чистые, модели нормальные. Если я сейчас сниму, пойду на дорогу и буду снимать случайные машины, там будут точно такие же тачки. Вот, поэтому Пенанг очень крутое место. Вот, если захочешь сюда прилететь, я, правда, насчет цен не знаю, надо сейчас... Давай посмотрим, что здесь можно купить, почем. Вот, какие вообще есть возможности отдыха и так далее в Пенанге. Гуляю уже минут 15, ни одного магазина, ни одной там семерочки, АТБ, чего-нибудь такого. Боже, я хочу просто пожрать. Здесь на каждом шагу
На каждом повороте магазины Honda, Lexus, Mercedes и так далее. А пожрать, дайте что-то пожрать. Да, здесь красиво, футбольная площадка офигенная. Но я сейчас с голоду помру. Мені плевать на тачки. Мені плевать на оце от все. Все, що я хочу, це магазин АТБ. Вот и покушать, наконец-то. Наконец-то. В общем, вот то, что можно найти на малазийском рынке. Кстати, реально дешево. В общем, сразу разберись, где обменять деньги. Потому что сейчас, например, вроде бы, да, Таиланд близкая страна, но я поспрашивал у продавцов, можно ли у вас рассчитаться тайскими батами. Говорят, нет. Так что, запасись заранее. Как я тебе советую, дружище, обменяй. Ну, смотри, в твоей стране, скорее всего, местные деньги будут немножко дороже, чем в самой этой стране. Поэтому обменяй что-то порядка 50 баксов на местную валюту, ту же малазийскую, ту же тайскую, смотря куда ты движешься. Вот, а потом, ну и разберись, где у тебя обменник. На каждой сотне долларов ты сэкономишь порядка там 5 баксов, если ты обменяешь это в другом обменнике. То есть никогда по возможности не обменивай в аэропортах. Здесь телевизор работает, так что похоже, здесь включился свет. О боже, да. Фух, как здесь хорошо теперь. Фух, реально кайф здесь находиться теперь. Я не замечал разницы. Ты реально не замечаешь разницы, когда ты постепенно теряешь кислород. Вот, это, наверное, один из лучших способов самоубийства, в плане самый безболезненный. Ну, долго, правда, конечно, но... Короче, вот теперь могу в свету показать. Ванна достаточно большая. Для одного человека, даже для двоих одновременно достаточно. Почему у меня электричества не было? Ты посмотри на это. Вот так вот. Это всего лишь карточка. Но интересно. Ну все, чил. Я так осознал, что вчерашний день это, наверное, самая жесть за последние 1,5 недели. Короче, пищевое отравление, ожоги. А еще начали резаться зубы. Примерно так выглядят ожоги на лице после солнца. Лучше может быть, конечно, всегда, но здесь очень симпатично. В принципе, выбор не сказать, что большой. Это вот такие вот хлебцы, суп с грибами. Ну, то есть вкусно, да, но выбор не сказать, что он большой. То есть еще арбузик, всякие сладости. Вот, то есть, ну, в принципе, здесь уже дальше ничего нету, как в прошлый раз. Поэтому, в принципе, ну, вот реально разок перекусить. То есть, скажем, в этом отеле оставаться на какой-то продолжительный срок и питаться, скажем, только здесь, ну, честно говоря, надоест. Потому что выбор и правда малюсенький. Наконец-то. Вот он, автобус, который вез меня все эти 2 дня. Все, поездка закончилась. В сумме она обошлась мне в 7600. Ни капли больше я не потратил в поездке. Нас кормили, воду нам давали. Не сказать, что много, но достаточно. Вот карбонара была очень сытная. Прямо очень. Здесь еда вообще в Азии, еда невероятно сытная. Наверное, за счет рисовой муки. Может быть так. Итак. Но сколько бы ты сэкономил, например, сколько ты можешь сэкономить, если ты, скажем, полетишь сам? Ведь все ты можешь сделать самостоятельно. На турвизу ты все равно документы все можешь подготовить сам. Это все, скажем так, решаемо. Да. Итак, хорошо, если ты полетишь сам, если ты возьмешь заранее за 2 недели билеты в Малайзию, на самолете ты полетишь за 2000 бат в обе стороны. Что уже как бы круто. Следующее, что будет? Следующее это сама виза. То есть турвиза, которая моя, например, она стоит 1600. Или что-то около того.
Плюс отель тебе обойдется где-то в 500-1000 бат на один день. Ну и, понятное дело, тебе придется что-то кушать и такси, что я тоже, в принципе, вписал бы где-то в 1000 бат. Но ты, конечно, сэкономишь примерно сутки на переезде. То есть итого получается, что ты попадешь где-то в 5000, а не в 7. То есть у тебя выбор: либо 7000 через агентство и тратить 2 дня, либо потратить 5000 и полететь самому, и потратить 1 день. В принципе, второй вариант лучше. В следующий раз я сделаю именно так. Но на первый раз, если ты все-таки, первый раз здесь, еще ничего не знаешь, мне, например, было немножко как-то не по себе ехать с непонятной страны, непонятную страну, такси и прочее. Мне казалось, что цена будет та же самая, только придется самому расчехляться, то есть можно сделать ошибки. Вот еще момент. Чем тоже выгодно агентство? Была очередь на, получается, на выезд из страны. И на выезде из страны, получается, нас провели вообще через всю очередь. Она была очень длинная, там бы пришлось простоять 2 часа. И агент нас провел всю нашу толпу сразу же напрямую к нужному человеку. Получилось бы так сделать самостоятельно, пройти там, знать, когда кому нужно зайти. Хз. Тут я не подскажу. То есть, возможно, если ты поедешь сам, тебе придется там 2 часа стоять в этой очереди. Поверь, такая тягомотная очередь, не поесть, не попить, ничего. Жесть! Ты зацени, подожди, я сейчас кое-что покажу. Вот это все. Это дорожка из муравьев. Смотри, вот здесь с дерева лезут. И сюда. О, геккон. Хей. Симпатичный, да? Так, подожди, куда это вы все лезете? Ого-го-го-го. Все к нам, все. Это торба, просто торба. Вот они откуда появляются. Ладненько. Я очень надеюсь, что дома сейчас все хорошо за 2 дня. Так, все, я оставлю вот здесь геолокацию на агентство, которым пользовался я. А теперь здесь появится, здесь же, фотография входа в само агентство, потому что мне пришлось там пару минут поискать. И, все, спасибо, потому что мне было гораздо веселее все эти 2 дня что-то для тебя снимать, а не просто спать и залипать в фильмы. Кстати, насчет фильмов. Напоминаю, если едешь в Таиланд, непонятно, что у тебя будет с интернетом. И в Визаране у тебя 100% нормального интернета не будет. Поэтому накачай себе фильмов. Накачай себе хороших фильмов или там хороший сериал, чтобы было не скучно. Все, пока.